Привет! Это быстрый обзор главных приобретений Хань Ли перед следующими главами. Он круто прокачал арсенал, и эти детали ключевые для грядущих событий. Во-первых, куш на аукционе. Редчайший корень кровавого кристаллического лотоса возрастом 150 тысяч лет. Обошлось в 250 камней бессмертного происхождения. Это последний недостающий ингредиент для пилюли мириады осей. Во-вторых, пробуждение козыря. Хань Ли купил уникальный кристалл души молнии, позволивший духовному спутнику Дао Сусе слиться с боевой марионеткой уровня золотого бессмертного. Слияние вызвало дикий выброс трехцветных молний. Хань Ли 3 дня держал барьеры, чтобы не разнести гостиницу и не выдать тайну. Наконец, цена мощи. Марионетка сжигает 10 камней в секунду в бою. Астрономические траты. Сразу после этого Хань Ли мчится на пик белого нефрита, где сотни тысяч учеников секты Дао Пылающего Дракона ждут грандиозной церемонии проповеди. С ресурсами, мощным, хоть и дорогим секретным оружием, Хань Ли готов к любым сюрпризам. А теперь слушаем дальше. Глава 326. Постепенные прибытия. Ты немного опоздал, брат Ли. Все хорошие места наверху уже заняты, с улыбкой сказал Цилян. Ничего страшного. Мне нужно только слушать и впитывать учения лорда Даобайли. Зачем беспокоиться о том, близко я или далеко от платформы? Ответил Хань Ли, беззаботно покачав головой. Такое мышление действительно соответствует твоему характеру, брат Ли. Неудивительно, что ты так быстро прогрессируешь в своей культивации. По моему мнению, если ты достигнешь поздней стадии истинного бессмертного в ближайшие 10 тысяч лет, то сможешь занять место среди 36 заместителей лордов Да. Не забудь обо мне, когда это случится, усмехнулся Цилян. Ты слишком добр, брат Ци. Если я не смогу достичь великого Да во время этой самой церемонии проповеди, то в ближайшие 10 тысяч лет мне не удастся совершить еще один прорыв, ответил Хань Ли с кривой улыбкой. Цилян рассмеялся, услышав это, а затем сменил тему. «Кстати, я не видел тебя все эти дни. Неужели ты уже нашел сокровища, которые искал? Если бы найти то, что я ищу, было так просто, то я бы не боролся с этой задачей так долго. В последние несколько дней мне пришлось заниматься непредвиденными делами, поэтому я пришел сюда так поздно», — уклончиво ответил Хань Ли. «Действительно. Я думал, что смогу заполучить несколько ценных сокровищ во время такого благоприятного события, но так и не смог найти ничего из того, что искал», — вздохнул Цилян. Пока Хань Ли и Цилян болтали, в небе внезапно раздался оглушительный грохот, и они поспешно посмотрели вверх, чтобы увидеть, как с небес обрушивается огромная фиолетовая молния, направленная на определенное место на белой нефритовой платформе. После того, как молния исчезла, появилось около десятка фигур, одна из которых была Уян Куйшань в фиолетовой мантии, нынешний управляющий лорд Да Пылающего Дракона. Что касается десятка фигур, сопровождавших его, то все они сдерживали свою ауру, но многие члены Да Пылающего Дракона уже узнали в них заместителей лордов Да секты. Уян Куйшань сел на одну из подушек в первом ряду, расположенном слева от котла, и только после этого все заместители лордов Да, сопровождавшие его, тоже сели. Как только эта группа важных фигур появилась на платформе, все старейшины и ученики Да Пылающего Дракона, сидевшие на окружающей каменной лестнице, мгновенно выпрямились, а разговоры вокруг платформы постепенно стихли. Даже обменные мероприятия, происходившие у подножия горы, были приостановлены, и все смотрели на вершину горы. В мгновение ока вся территория в радиусе сотен километров от белой нефритовой платформы погрузилась в полную тишину. Через несколько минут с дальнего неба пронесся порыв золотого ветра, который затем исчез, приблизившись к платформе, и на его месте появились 7 или 8 фигур. 2 фигуры, шедшие впереди, были довольно своеобразной внешности. Одна из них внешне ничем не отличалась от обычной женщины, за исключением серебряной кожи и пары тонких заостренных ушей. Рядом с ней стоял коренастый мужчина с лицом, покрытым золотым мехом, и чешуей, растущей на его веках. 5 или 6 фигур позади них явно тоже не были людьми. Женщина с серебряной кожей и мужчина с золотым мехом кивнули Уян Куйшаню, а затем сели на подушке рядом с ним, прежде чем их свита тоже села. Хань Ли никогда раньше не видел этих двоих, но было ясно, что они, скорее всего, тоже были лордами до стадии Золотого Бессмертного, а те, кто их сопровождал, должно быть, тоже были заместителями лордов Да. Вскоре после их прибытия на гигантском черном вороне прибыла женщина в черном платье с черной вуалью, скрывающей ее лицо. В отличие от предыдущих прибывших лордов Да,
Она прибыла одна, без свиты, и кратко поприветствовала Ауян Куйшаня, прежде чем сесть на подушку недалеко от него. Сразу за ней появился красивый мужчина с длинными золотыми волосами, которого сопровождали 15 или 16 заместителей лордов Да. В течение следующего часа прибывало все больше и больше лордов Да и их заместителей, а Даос Хуянь и Юнь не появились только тогда, когда в первом ряду слева от котла осталось всего 2 свободные подушки. В этот день Даос Хуянь не только переоделся в белоснежную мантию, но и безупречно причесался и побрился, что свидетельствовало о том, что он очень серьезно относится к этому событию. Юнь не шла рядом с ним с легкой улыбкой на лице, и она была все такой же соблазнительной, как и всегда, и многие лорды Да и их заместители невольно опускали головы, не смея смотреть на нее. Ауян Куйшань был сильно удивлен, увидев Даоса Хуяня и Юнни, прибывших вместе, и он впервые встал со своего места после того, как сел, улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать, товарищ Даос Хуянь, товарищ Даос Юнь. Теперь, когда вы здесь, все в сборе». «Уж, конечно, мы не опоздали, лорд Да Байли еще даже не пришел», сказал Даос Хуянь, взглянув на Ауян Куйшаня. «Действительно, но церемония вот-вот начнется, так что прошу вас занять свои места», сказал Ауян Куйшань, взглянув на Юнни. Даос Хуянь равнодушно кивнул в ответ, прежде чем направился к 2 свободным подушкам вместе с Юнни. Хань Ли оставался сидеть, скрестив ноги, и его взгляд скользил по всем этим фигурам, которых он никогда раньше не видел. Он обнаружил, что помимо женщины с серебряной кожей и мужчины с золотым мехом, среди 12 лордов Да был еще один мужчина-демон, а остальные были людьми. Что касается 36 заместителей лордов Да, то не людьми были только те, кто сопровождал этих 2 демонических лордов Да. Из всех этих людей он узнал лишь немногих, включая Сюншаня. Эти люди составляли ядро всего Да Пылающего Дракона, и в этот момент все они собрались на вершине пика Белого Нефрита. Хотя все они сдерживали свою ауру, все вокруг платформы все равно чувствовало удушье. Вся вершина горы стала еще тише, а атмосфера немного напряженной. Примерно через 15 минут в далеком небе внезапно появилась вспышка пятицветного света, в которой находился огромный пятицветный верблюд, который быстро приближался к месту событий. Верблюд был около 300 метров в длину, и по всему его телу были начертаны круги пятицветных рун, а 2 горба на его спине напоминали пару маленьких гор. На одном из горбов сидел пожилой мужчина в разноцветной мантии. Юй Янцзы из храма 5 огней пришел понаблюдать за церемонией, объявил пожилой мужчина, приближаясь к платформе. «Давно не виделись, товарищ Даос Юй Янцзы. Ты все так же прекрасно выглядишь. Случайно, у тебя нет лишних пилюль 5 огней? Я очень давно хочу их достать, но найти их оказалось очень сложно», с улыбкой поприветствовал Ауян Куйшань. «Конечно, у меня всегда есть что-то для тебя, товарищ Даос Ауян. Если это не слишком много, я могу выделить 2 или 3 флакона», с улыбкой ответил Юй Янцзы, спускаясь на белую нефритовую платформу. «Фантастика. У меня также есть немного плодородной летней почвы. Ты заинтересован, товарищ Даос?» спросил Ауян Куйшань. Услышав это, лицо Юй Янцзы просияло, и он поспешно ответил: «Правда. Я с радостью заберу все это у тебя, за приемлемую цену, не спеши, товарищ Даос Юй Янцзы. Как только церемония закончится, ты можешь прийти в мою пещерную резиденцию, и мы обсудим этот вопрос за чашкой чая», сказал Ауян Куйшань. «Хорошо, я обязательно приду», кивнул Юй Янцзы. Храм 5 огней не был на одном уровне с Да Пылающего Дракона, но все же был широко известной сектой в Северном Ледниковом регионе Бессмертных, поэтому ему выделили место в первом ряду справа от котла. Вскоре после этого с дальнего неба пронеслась огромная полоса черного света, в которой находилась массивная черная чернильница с замысловатыми цветочными узорами, придающими ей великолепный вид. Мирянин Мо из Дворца Свободы пришел на церемонию проповеди, низким хриплым голосом объявил кто-то из чернильницы. После этого чернильница внезапно исчезла, и на ее месте появился чернокожий пожилой мужчина ростом не более 1,5 метров, поглаживающий свою густую бороду. «Добро пожаловать, мирянин Мо», сказал Ауян Куйшань, вставая и сжимая кулак в приветствии. Мирянин Мо лишь небрежно ответил на его приветствие, прежде чем пройти мимо него, и выражение лица Ауян Куйшаня слегка напряглось, но он быстро взял себя в руки и сел обратно. Тем временем мирянин Мо с широкой улыбкой подошел к Даосу Хуяню и спросил: «Почему ты не приходил в мой дворец свободы последние 10 тысяч лет, старый пьяница? Неужели ты уже забыл своего собутыльника, не тебе это говорить? Ты ушел в уединение на десятки тысяч лет, ни разу не выйдя. Я столько раз навещал тебя, но меня не пускали, как какого-то незваного гостя. Впрочем, ты действительно пришел как раз вовремя, я припас немного хорошего вина, которое не уступает твоему духовному вину чернильного облака», с гордостью заявил Даос Хуянь. Услышав это, лицо мирянина Мо тут же приобрело разъяренное выражение.
В этом мире нет вина вкуснее духовного вина чернильного облака, которое я лично варю. Ты еще даже не выпил, а уже несешь пьяный бред. Когда тебе удавалось раздобыть вино лучше моего, ты сможешь узнать, правдивы ли мои слова. После церемонии, ответил Даос Хуянь, искоса взглянув на Юнни. Хорошо, смотри, не разочаруй меня. На лице мирянина Мо появилась широкая улыбка, и он направился к правой стороне котла, прежде чем сесть рядом с Юинцзы. Вскоре около десятка подушек справа от котла были заняты, а примерно половина оставалась свободной. Это не было связано с тем, что из других сект было мало желающих присутствовать на церемонии. Напротив, количество сект, которые хотели присутствовать, намного превышало это число, но большинство из них были довольно малыми и слабыми, поэтому им выделили место в других частях площади. Места на самой платформе были ограничены, и было бы довольно неприглядно, если бы на ней ютилось слишком много людей. Глава 327. 5 распадов. Внезапно в отдаленном небе раздался взрыв смеха, и полоса синего света вылетела издалека, пролетев сквозь золотой световой барьер, прежде чем зависнуть в воздухе за пределами белой нефритовой платформы. Ло Цинхай из Дворца Небесного Потока пришел на церемонию. С этим заявлением внутри синего света расцвел огромный синий цветок, размером около 300 метров, и на гигантском цветке стояло около десятка фигур, все одетые в одинаковые синие мантии и излучающие грозную ауру. Увидев это, все из Да Пылающего Дракона мгновенно заговорили. Ло Цинхай был нынешним хозяином Дворца Небесного Потока, который наряду с Да Пылающего Дракона был одной из 3 ведущих сил Северного Ледникового региона Бессмертных. Хань Ли быстро вспомнил всю информацию, которую он читал о Дворце Небесного Потока, и тоже, как и все остальные, устремил свой взгляд вверх. Внутри гигантского синего цветка находился большой золотой трон, на котором сидел высокий и худой мужчина средних лет с волосами, белыми как снег. У него были доброжелательные черты лица, глаза синие, как море, а аура обширная, как океан, и даже с такого расстояния Хань Ли не мог не встревожиться его грозной аурой. Десяток или около того фигур позади Ло Цинхая тоже казались очень грозными. Один из них выглядел лет на 20 с небольшим, и у него была очень женоподобная внешность с кожей, которая была даже светлее, чем у молодой девушки. Если бы не тот факт, что его грудь была совершенно плоской, его легко можно было бы принять за женщину. Хотя он тоже был одет в синюю мантию, в отличие от всех остальных на земле, на его воротнике и рукавах были вышиты золотые волны, что делало его одежду более похожей на одежду Ло Цинхая. «Добро пожаловать, хозяин дворца Ло. Простите, что не вышел поприветствовать вас раньше», сказал Аоян Куйшань, вставая и сжимая кулак в приветствии, в то время как все остальные лорды Да и их заместители тоже встали. Товарищ Даос Байли очень редко выходит из уединения, и у него всегда есть очень уникальные взгляды на 5 распадов. Все его церемонии и проповеди являются чрезвычайно престижными событиями в нашем Северном Ледниковом регионе Бессмертных, поэтому я, конечно, не мог пропустить ее, с улыбкой ответил Ло Цинхай. Ло Цинхай и Аоян Куйшань немного поговорили, и вместо того, чтобы спуститься на проповедническую платформу, как все остальные, Ло Цинхай остался в воздухе на своем гигантском синем цветке, паря на той же высоте, что и проповедническая платформа. Вскоре после прибытия Дворца Небесного Потока издалека прилетела серебряная колесница, запряженная 8 серебристо-чешуйчатых лошадей-драконов. В карете находилось около 7 или 8 человек, и она оставалась парить в воздухе по другую сторону платформы. Северный Ледниковый дворец Бессмертных пришел на церемонию, объявила красивая женщина в карете. «Это поистине большая честь», заместитель дворцового мастера Сюй Ин поприветствовал Аоян Куйшань, вставая, но было ясно, что он не особенно рад новым гостям. Другие лорды до стадии Золотого Бессмертного, похоже, тоже относились к гостям из Дворца Бессмертных с некоторым пренебрежением, лишь взглянув на них, прежде чем отвести взгляд. Культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных, похоже, не были этим обеспокоены, и они поприветствовали Ло Цинхая, прежде чем зависнуть в воздухе по другую сторону проповеднической платформы. После прибытия 2 других ведущих сил Северного Ледникового региона Бессмертных новых гостей больше не было. Прошло еще около 15 минут, и Аоян Куйшань коротко поговорил с несколькими лордами Да рядом с ним, затем встал и окинул взглядом огромную толпу людей, собравшихся вокруг площади, и объявил: «Время пришло». «Поприветствуйте лорда Да Байли», его голос был не очень громким, но очень четким, как будто он говорил прямо рядом с каждым на площади. В следующее мгновение все встали, включая тех, кто находился на платформе. «Приветствуем лорда Да Байли». Хором крикнули все старейшины и ученики Да Пылающего Дракона, заставив всю площадь гудеть и дрожать. В следующее мгновение в небе внезапно начали появляться слои странных рябей,
и медленно возник огненный шар багрового цвета, который затем из красного превратился в золотой, светясь так же ярко, как солнце. В то же время из огненного шара вырвался поток огромного духовного давления, и весь пик белого нефрита мгновенно погрузился в полную тишину. Сразу же после этого из огненного шара вышла человекоподобная фигура и ступила на высокую платформу. Мужчине на вид было не больше 40 лет, его кожа была слегка красноватого оттенка и ярко светилась, как безупречный багровый нефрит. Он стоял высокий и гордый, с властным выражением лица, и у него были длинные багровые волосы, уложенные в золотую сетчатую корону. Он был одет в огненно-красную мантию, испещренную драконьей вышивкой, и это был никто иной, как лорд Да номер 1 Да Пылающего Дракона, человек, который, как говорили, находился всего в одном шаге от становления нефритовым бессмертным стадии высшего зенита. Байлиянь, брат Ло, если я правильно помню, прошло более 100 тысяч лет с тех пор, как мы в последний раз встречались в битве в скрытном Лазурном море, с улыбкой сказал Байлиянь, устремив свой взгляд на лагерь Дворца Небесного. Потока. Если бы ты не ушел в уединение так быстро, у нас двоих было бы много времени, чтобы встретиться и поболтать, съязвил Ло Цинхай. Ты тоже здесь, заместитель дворцового мастера Сюй Ин. Поприветствовал Байлиянь, повернувшись к лагерю Дворца Бессмертных. Ты выглядишь так же прекрасно, как и всегда, лорд Да Байли. Теперь, когда ты вышел из уединения, я уверена, что ты еще ближе к стадии высшего зенита. Позвольте мне заранее поздравить вас, ответила женщина по имени Сюй Ин, кивнув. Боюсь, ваши поздравления преждевременны, товарищ Даос Сюй Ин. Если бы стадию высшего зенита было так легко достичь, то я бы не стал утруждать себя уединением столько раз, усмехнулся Байлиянь, в то время как Сюй Ин лишь улыбнулась в ответ. Для меня большая честь принимать всех вас здесь сегодня. Во время этой церемонии я собираюсь поделиться своим опытом культивации и своими идеями в надежде, что смогу помочь всем вам продвинуться в своей собственной культивации. Говоря это, он спокойно окинул взглядом толпу, собравшуюся на пике белого нефрита, подобно императору, осматривающему свою империю, излучая непревзойденное чувство величия и царственной власти. После этого он повернулся и взлетел на платформу, сев, скрестив ноги, за фиолетовым столом в ее центре. Десятки лордов Да и их заместителей из Да Пылающего Дракона, а также культиваторы из союзных сект Да Пылающего Дракона сидели по обе стороны от него, делая его похожим на яркую луну, окруженную звездами. Раздался звук громкого гонга, который трижды подряд ударили, и по всему горному хребту мгновенно распространилась своеобразная вспышка колебаний. Услышав этот звук, Хань Ли тут же почувствовал спокойствие, и то немногое, что осталось от фонового шума, быстро стихло, в результате чего воцарилась полная тишина. Байлиянь устремил свой взгляд прямо вперед и начал говорить, и его голос был удивительно мягким и мелодичным. Его голос, казалось, ничем не примечателен, и тем, кто находился дальше от него, поначалу было трудно его расслышать, но вскоре его голос начал разноситься по всей горе. Его слова бесконечно эхом отдавались, проникая глубоко в сердце слушателей, подобно ударам гигантского колокола или мантрическим песнопениям Будды. Все были погружены в этот уникальный звук, и то, что именно говорил Байлиянь, становилось немного неразличимым. Однако эта захватывающая атмосфера вселяла в каждого чувство комфорта как в теле, так и в душе, и многие люди чувствовали, как их циркуляция магической силы становится намного более плавной, а некоторые барьеры начинают ослабевать. Однако большинство людей, испытывавших это, находились на стадии Великого Вознесения или ниже, в то время как все, кто находился на стадии истинного бессмертного и выше, не получали такой пользы. Что касается Хань Ли, то он мог примерно понять, о чем идет речь в проповеди, но не испытывал никаких глубоких ощущений, как все остальные. Причиной этого было его огромное духовное чувство, которое было даже сильнее, чем у среднего золотого бессмертного. В результате проповедь лорда до поздней стадии золотого бессмертного не могла ввести его в состояние транса и погружения. Более того, проповедь тучного монаха на стене света, проявленной оком истины и флаконом, контролирующим небеса, была гораздо более глубокой, и в сравнении с ней Хань Ли чувствовал некоторое разочарование. Однако он не стал открыто выражать свое разочарование, а просто сидел на подушке, скрестив ноги, и медитировал с закрытыми глазами. В конце концов, это все еще была проповедь того, кто был на грани достижения стадии высшего зенита, поэтому она все еще была для него в какой-то степени полезна. Время шло, быстро наступил полдень, а голос Байлияня все еще разносился по всей горе. Более того, его было слышно даже в городе Белого Нефрита, и все в городе остановились, чтобы послушать, что сделало обычно оживленный и шумный город непривычно тихим. Среди 5 распадов истинным бессмертным приходится столкнуться с 3 без исключения, и эти испытания либо приведут к гибели, либо к возрождению. Только усердно культивируя, можно надеяться.
На этом моменте проповеди Байлияня все истинные бессмертные на платформе слегка наклонились вперед, внимательно слушая с сосредоточенными взглядами на лицах. Даже присутствующие золотые бессмертные немного выпрямились, чтобы послушать, что он скажет. Брови Ханьли слегка нахмурились, и в его глазах появилось легкое недоумение. Он повернулся, чтобы посмотреть на Циляна, и обнаружил, что тот также внимательно сосредоточен, как и все остальные истинные бессмертные, на первый взгляд ловя каждое слово Байлияня. После краткого колебания Ханьли воспользовался паузой в проповеди Байлияня, чтобы задать Циляну вопрос с помощью голосовой передачи. «Товарищ Даосци, могу я спросить, что такое эти 3 распада и 5 распадов?» Цилян тут же повернулся к нему с недоверчивым выражением лица. «Ты не знаешь о 3 распадах стадии истинного бессмертного. Прошу тебя, просвети меня, брат Ци», — сказал Ханьли. Глава 328. Держали в неведении. В глазах культиваторов в стадии Великого Вознесения и ниже истинные бессмертные уже достигли конечной точки совершенствования и вознеслись на высочайшие высоты. Но, как мы все знаем, стадия истинного бессмертного — это только первый шаг через врата бессмертия, и на самом деле еще есть куда более высокие вершины, которые нужно покорить. Хотя это правда, что мы обладаем безграничной продолжительностью жизни, на самом деле мы не являемся действительно бессмертными, и причина этого как раз в испытании 3 распадов, объяснил Цилян Ханьли с помощью голосовой передачи, одновременно слушая проповедь Байлияня. 3 распада похожи по своей природе на испытания Вознесения, которые должны пройти культиваторы стадии Великого Вознесения. «И как мы их преодолеваем?» — спросил Ханьли, слегка нахмурив брови. 3 распада называют испытаниями, но они не имеют ничего общего с испытанием Вознесения. Вместо этого они описывают 3 кризиса, с которыми столкнутся все культиваторы стадии истинного бессмертного в ходе своего совершенствования. Первый из них — это распад бессмертия, который приводит к тому, что бессмертная духовная сила утекает без видимой причины, тем самым повреждая базу совершенствования, пока она полностью не выпадет из стадии истинного бессмертного. Второй распад — это распад тела, который приводит к постепенному ослаблению тела, пока оно больше не может удерживать бессмертную духовную силу, что приводит к взрыву тела. Третий распад — это распад акупунктурных точек, и он связан с бессмертными акупунктурными точками. Существует множество способов борьбы с этими 3 испытаниями, но их эффективность варьируется от человека к человеку. Однако один универсальный способ отсрочить распады, который работает для всех, это добиться значительного прогресса в определенном законе, объяснил Цилян. Понятно. Неудивительно, что все культиваторы стадии истинного бессмертного так отчаянно стремятся овладеть силой законов. Помимо усиления собственных сил, я полагаю, что более приоритетной задачей на самом деле является борьба с 3 распадами. Когда случаются 3 распада? Или для их возникновения необходимо соблюдение определенных условий? Спросил Ханьли. Его выражение лица осталось неизменным, но внутренне он был весьма потрясен. Возможно, это было связано с его предыдущим приступом амнезии, но он вообще не знал об этом, и только после того, как услышал это объяснение от Циляна, он понял, что даже культиваторы стадии истинного бессмертного не могут просто довольствоваться достигнутым и почивать на лаврах. Время первых 2 испытаний распада полностью зависит от воли небес. Некоторым везет, и они избегают их в течение миллионов лет, а другие могут столкнуться с ними менее чем за 100 тысяч лет. Я уверен, ты все еще помнишь старейшину Фан Чжуаня из Дворца передачи заслуг, верно? Он когда-то был культиватором средней стадии истинного бессмертного и был всего в одном шаге от открытия 24 бессмертных акупунктурных точек, но его поразил распад бессмертия, и он был вынужден вернуться на стадию Великого Вознесения, сообщил Цилян. Означает ли это, что если человек достаточно быстро продвигается в своем совершенствовании и достигает стадии Золотого Бессмертного за очень короткое время, то он сможет избежать этих 2 распадов? Спросил Ханьли. Это действительно так. Если кто-то может достичь стадии Золотого Бессмертного в течение 10 тысяч лет, то вероятность того, что его поразит эти 2 типа распада, естественно, крайне мала. Но сколько людей в регионе бессмертных способны на такой подвиг, уже само по себе достижение средней стадии истинного бессмертного всего за 10 тысяч лет, это чрезвычайно замечательно. Кроме того, даже если истинному бессмертному удается избежать первых 2 распадов, и если он хочет достичь стадии Золотого Бессмертного, то ему не останется ничего другого, как столкнуться с 3 распадом, сказал Цилян с кривой улыбкой. Почему так? Спросил Ханьли. Все, что я знаю, это то, что все, кто пытается прорваться на стадию Золотого Бессмертного, неизбежно должны пройти 3 распад, и что он не менее губителен, чем первые 2 распада. Вот почему так мало культиваторов стадии Золотого Бессмертного. Что касается того, почему это так, то это выходит за рамки моих знаний, ответил Цилян.
Я слышал, как лорд Да Байли только что упомянул, что существует 5 распадов. Что такое 2 других? Спросил Ханли. Говорят, что после того, как человек станет золотым бессмертным, он столкнется с еще 2 распадами, что в общей сложности составит 5. Что касается того, что это за 2 распада, то я не уверен. В любом случае, путь совершенствования — это поистине путь, который чреват. Прежде чем Цилян успел закончить свое предложение, 8 из 12 лордов Да Пылающего Дракона внезапно вскочили со своих подушек и взмахнули рукавами в воздухе. Звук лязгающих цепей нарушил мир и тишину, когда 8 лордов Да во главе с Ауян Куйшинем выпустили из своих рукавов 8 золотых цепей. Каждая цепь была толщиной с детскую руку, и они были усеяны мерцающими золотыми рунами, когда они проносились по воздуху, как гнездо духовных змей. Цепи были направлены прямо на Байлияня, выражение лица которого осталось неизменным, но его проповедь резко оборвалась. Внезапно из земли вокруг него поднялась вспышка багрового света, окутав его тело со всех сторон, как огненно-красный световой барьер. Цепи заскребли по внешней стороне светового барьера, оставляя за собой следы искр, но не смогли приблизиться к телу Байлияня. В то же время Байлиянь топнул ногой по земле, и под его ногой вспыхнул багровый свет. Вся белая нефритовая платформа также сильно содрогнулась, но как раз в тот момент, когда он собирался взлететь в небеса, 8 лордов Да поспешно сделали по печати, после чего золотые цепи начали ярко светиться, плотно сжимаясь, чтобы удерживать Байлияня и багровый световой барьер на месте. В результате Байлиянь был вынужден вернуться на платформу. На его руках появилась вспышка багрового света, когда он схватился за окружающие золотые цепи, но из цепей вырвались бесчисленные дуги золотой молнии, прежде чем устремиться по его рукам. Байлиянь почувствовал, как по его рукам пробежало онемение, и он на время потерял в них чувствительность. В то же время дуги молнии, вырывавшиеся из золотых цепей, переплелись, образуя квадратную золотую клетку, которая поймала его в ловушку. Хотя Байлиянь смог немедленно вернуть себе руки, из-за этой доли секунды задержки ему стало гораздо труднее попытаться вырваться на свободу. В этот момент каждая золотая колонна в золотой клетке вокруг него сверкала молниями, а на их поверхности появились слои чешуйчатых узоров и старинных рун, излучающих четкие флуктуации законов. Эти 8 золотых цепей явно были набором высококлассных бессмертных сокровищ, которые были специально подготовлены для борьбы с Байлиянем. Все это произошло в мгновение ока, так быстро и внезапно, что никто из десятков тысяч культиваторов вокруг площади даже не понял, что только что произошло. 36 заместителей лордов Да были сильно встревожены, увидев это, и все они начали обмениваться недоуменными взглядами. Было ясно, что их заранее не предупредили. С другой стороны, Юй Янцы и остальные тоже были очень удивлены таким поворотом событий, и все они встали. Некоторые из них хотели спросить, что происходит, но атмосфера в воздухе была довольно напряженной, поэтому они в конце концов решили держать язык за зубами. Как и все остальные, Ханли наблюдал за происходящим с озадаченным видом. «Что происходит?» — спросил Цилян, плотно нахмурив брови. На белой нефритовой платформе Даос Хуянь шагнул вперед с разъяренным выражением лица, но 2 других лордов Да тут же встали у него на пути. «Что вы все делаете? Вы предаете секту?» — разъяренно спросил Даос Хуянь. На лицах всех лордов Да, которые предприняли действия, промелькнуло чувство вины, но никто из них ничего не сказал, и 2 лорда Да, стоявшие на пути Даоса Хуяня, не собирались отступать. На лице Юнни также появилось встревоженное и разъяренное выражение, и она немного отдалилась от лордов Да рядом с ней, не зная, кому она может доверять. Учитывая сложившуюся ситуацию, казалось, что она и Даос Хуянь были единственными, кого держали в неведении. Внутри клетки Байлиянь медленно окинул взглядом всех вокруг, и на его руках начала появляться вспышка багрового света. Затем из его рук вырвался поток палящего пламени, окутав окружающие золотые цепи, и под светом пламени его и без того гладкая и чистая кожа стала похожа на багровый нефрит. Эта блокирующая формация золотого чешуйчатого дракона не сможет удерживать меня долго, так что если у вас есть что-то еще, чтобы бросить в меня, вам лучше сделать это сейчас, холодным голосом сказал Байлиянь. Однако никто из лордов Да не ответил, и было похоже, что они заранее договорились молчать на все, что скажет Байлиянь. До этого момента все ученики Да Пылающего Дракона за пределами площади все еще не имели ни малейшего представления о том, что происходит, и могли только наблюдать за развитием событий. Что касается старейшин из других сект, пришедших на церемонию, то они тоже не понимали, что произошло, но чувствовали, что это не шутки, и все они оставались сидеть, не решая сделать никаких резких движений. На вершине гигантского синего цветка, парящего в небе рядом с белой нефритовой платформой, Ло Цинхэй уже встал со своего золотого трона и наблюдал за происходящим на платформе, плотно нахмурив брови. Женоподобный юноша позади него подошел к нему и сказал: «Хозяин дворца, должны ли мы
Не торопись, сначала посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если это внутреннее дело до пылающего дракона, то нам лучше не вмешиваться, сказал Ло Цинхай, покачав головой. В этот момент его выражение лица внезапно слегка изменилось, когда он устремил свой взгляд вверх. Оказалось, что высоко в небе внезапно появилась золотая линия длиной в несколько тысяч метров, которая быстро разрослась в огромное пространство ослепительного золотого света, из которого появилась группа из 30 фигур. Их возглавлял высокий мужчина с квадратным лицом и тонкими длинными серебряными усами. Мужчина был одет в белоснежную мантию с вышитыми на ней золотыми облачными узорами, и эти узоры излучали ослепительный духовный свет, указывая на то, что это была необычная мантия. Позади него в воздухе парили 30 мужчин и женщин, большинство из которых также были одеты в белые мантии, и лишь немногие — в другую одежду. Однако всех их объединяло то, что их аура была чрезвычайно грозной, а их совокупное духовное давление вызывало удушающее чувство. Все культиваторы до пылающего дракона уже были сбиты с толку всем, что они видели, и это, конечно, не способствовало успокоению их нервов. Глава 329. Разыскиваемый беглец из Дворца Реинкарнации. Как только появился мужчина с серебряными усами, выражение лиц всех присутствующих на белой нефритовой платформе мгновенно резко изменилось, за исключением 10 лордов Да. Что касается всех старейшин и учеников, расположившихся на площади и окружающих каменных ступенях, то все они были сильно ошеломлены и сбиты с толку, явно не имея ни малейшего представления о том, что собирается делать эта группа фигур в белых мантиях. Выражение лица Ханьли слегка омрачилось при виде этого, и его мысли лихорадочно заработали. Он не знал, кто эти люди, но понимал, что мужчина с серебряными усами определенно не является обычным культиватором, и его силы, скорее всего, не уступают силам Байлияня. Что касается того, почему 10 лордов Да внезапно решили предать Байлияня, то это, скорее всего, было связано с этим человеком, но он не мог понять, каков мотив Аоян Куйшаня и остальных. Несмотря на то, что Байлиянь был первым лордом до пылающего дракона и его самым могущественным культиватором, он постоянно находился в уединении и почти не занимался делами до пылающего дракона, поэтому теми, кто фактически управлял сектой и получал наибольшую выгоду от ее ресурсов, были другие лорды Да. Между сторонами не было конфликта интересов, и на самом деле лорды Да пользовались защитой, которую Байлиянь обеспечивал секте. Хотя казалось, что он пока попал в ловушку, он не получил никаких ранений, поэтому при наличии достаточного времени у него был очень хороший шанс вырваться из своих пут, и как только это произойдет, даже 10 лордов Да вместе взятых определенно не будут ему равней. Однако с прибытием этих фигур в белых мантиях ситуация полностью изменилась, и Ханьли смог заметить мельчайшие изменения в выражениях лиц Аоян Куйшаня и остальных. Однако, в конечном счете, все это не имело к нему никакого отношения, и он, конечно, не хотел быть втянутым в эту историю. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах он не мог позволить себе действовать опрометчиво, поэтому ему придется подождать и посмотреть. Пока эти мысли проносились в его голове, он окидывал взглядом людей в небе, пытаясь понять, может ли он собрать какую-либо дополнительную визуальную информацию о них. Однако как раз в тот момент, когда его взгляд упал на молодого человека с веером в руках, стоявшего среди людей позади мужчины с серебряными усами, его разум внезапно пронзила резкая боль. Он не смог удержаться и опустил голову, массируя виски, чтобы попытаться унять эту боль. Молодой человек был очень красив и одет в облегающую серебряную мантию с замысловатыми узорами флоры и фауны, вышитыми на ней. Он держал в руках белый нефритовый веер и дружелюбно улыбался. Он небрежно посмотрел вниз с высоты, окинув взглядом толпу внизу, прежде чем направить свой взгляд на белую нефритовую платформу. Помассировав виски некоторое время, Ханьли, казалось, немного пришел в себя, но в его глазах было выражение недоумения. Как раз в этот момент Сюй Ин внезапно сделала почтительный реверанс мужчине с серебряными усами и поприветствовала его. Сюй Ин приветствует мастера дворца. Услышав это, все заговорили. Сюй Ин была заместителем дворцового мастера Дворца Бессмертных, Северного ледникового региона Бессмертных, поэтому человек, которого она называла мистером Дворца, естественно, должен был быть Сяо Цзиньханем, нынешним мастером Дворца Бессмертных. Сяо Цзиньхань слегка кивнул ей, а затем обратил свое внимание на золотую клетку внизу, где его взгляд как раз встретился со взглядом Байлияня. На его лице появилась насмешливая ухмылка, в то время как в глазах Байлияня промелькнул холодный взгляд. На платформе Юй Янцы и мирянин Мо обменялись взглядами, и оба увидели в глазах друг друга собственные опасения. Оба они медленно начали отходить от центра платформы, опасаясь быть втянутыми в то, что должно было произойти. Все остальные в центре платформы также последовали их примеру, освободив всю территорию. До этого я считал неуместным вмешиваться в это дело,
поскольку думал, что это внутреннее дело до пылающего дракона, но, похоже, дворец бессмертных теперь вмешивается. «Я полагаю, вы должны всем объяснить это, мастер дворца Ся», — заявил Ло Цинхай. Бай Лиянь — разыскиваемый беглец из дворца реинкарнации, на которого охотится Небесный двор, и мне было приказано задержать его. Достаточно ли этого объяснения для вас, товарищ Даосло? Холодным голосом ответил Ся Цзиньхань. Говоря это, он взмахнул рукой в воздухе, и полоса золотого света, в которой находился золотой свиток, пролетела по воздуху. Затем свиток в мгновение развернулся, явив миру отрывок золотого текста, и, конечно же, это было объявление о розыске, направленное против Бай Лияня. Все истинные бессмертные, до пылающего дракона, были сильно сбиты с толку упоминанием дворца реинкарнации, явно не имея ни малейшего представления о том, что это такое. Даже Юй Янцзы был сильно озадачен тем, что он слышал, в то время как только мирянин Мо и Ло Цинхай, казалось, понимали, о чем идет речь. Первый извинился перед Дасом Хуянем с помощью голосовой передачи, а затем вылетел с белой нефритовой платформы. В то же время он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы призвать ту гигантскую чернильницу, прежде чем улететь на этом сокровище, не желая оставаться здесь ни минуты дольше. Что касается Ло Цинхая, то его брови нахмурились еще сильнее, увидев это, и он долго смотрел на Бай Лияня, храня полное молчание, но, похоже, не собирался сразу уходить. Юй Янцзы и остальные, конечно, тоже не были дураками, и они тут же улетели вдаль, понимая, что в это дело им лучше не вмешиваться. Лишь немногие из них не смогли подавить свое любопытство и пролетели всего несколько сотен километров, прежде чем остановиться и снова повернуться, чтобы издалека наблюдать за развитием событий, и никто из культиваторов Дворца Бессмертных не возражал против этого. Бай Лиянь отвел взгляд, а затем повернулся к лордам Да, которые поймали его в ловушку, и спросил: «Вы все собираетесь предать меня?» Багровое пламя полыхало над его телом, испуская волны удивительной жары, которые постоянно опаляли золотые цепи, но цепи оставались совершенно неподвижными и не подавали никаких признаков плавления. Однако Ауян Куйшаню и остальным явно было нелегко удерживать цепи на месте, о чем свидетельствовал блеск пота, появившийся на их лбах. Никто из них не смел расслабляться ни на секунду, поддерживая свои печати и делая все возможное, чтобы стабилизировать золотые цепи. «Товарищ Даос Байли, наши до пылающего дракона действительно довольно грозная секта, но мы не можем противостоять Дворцу Бессмертных. У них есть поддержка Небесного двора. А что у нас есть? Мы не можем просто стоять и смотреть, как все до пылающего дракона будет уничтожено вместе с тобой», вздохнул Ауян Куйшань. «А что насчет вас всех? Вы разделяете это мнение?» — спросил Бай Лиянь, повернувшись к 36 заместителям лордов Да позади него, которые тут же опустили головы, не желая встречаться с ним взглядом. Тем временем все люди на каменной лестнице вокруг платформы оказались в очень неловком положении. Как бы они ни были не осведомлены о природе ситуации, на данный момент было ясно, что здесь что-то не так. Многие из присутствующих подумывали о том, чтобы покинуть пик белого нефрита. В конце концов, они, конечно, не хотели быть втянутыми в битву между золотыми бессмертными. Что касается культиваторов Дворца Бессмертных, то они казались довольно спокойными и собранными, но постоянно наблюдали за людьми внизу с настороженными взглядами. Хань Ли смотрел на культиваторов Дворца Бессмертных, как и многие окружающие его люди, и было неясно, о чем он думает. На данный момент Цилян тоже замолчал. Было ясно, что это не та ситуация, в которой старейшина стадии истинного бессмертного, подобный ему, мог бы сыграть какую-либо значимую роль. Внезапно вся платформа погрузилась в полную тишину, и атмосфера стала чрезвычайно напряженной. «Ауян Куйшань, чего ты ждешь? Внезапно властным голосом потребовал Ся Цзиньхань. Ауян Куйшань и остальные не ответили, но все они тут же пришли в движение, делая серию печатей одной рукой, в то время как держась за золотые цепи другой. Из их тел вырвался поток грозных энергетических колебаний, распространившись по всему окружающему пространству в радиусе десятков километров. Все пространство в этой области заметно рябило, из-за чего сцена становилась довольно размытой и неясной. Внутри рябящего пространства поверхность золотой клетки непрерывно сверкала золотым светом. В то же время из клетки появлялись тонкие золотые нити, пронзающие Бай Лияня, как масса бесчисленных щупалец. Как раз в этот момент за спиной одного из лордов Да, держащих цепь, в вспышке белого света внезапно возникла огромная проекция снежного лотоса. Ауян Куйшань заметил это краем глаза и тут же встревоженно крикнул: «Юнни, стой!» Как только его голос затих, из проекции лотоса внезапно высунулась белоснежная рука, полупрозрачная, как нефрит, и ударила лорда Да по спине. В центре ладони находилась полупрозрачная бусина, и в тот момент, когда она соприкоснулась со спиной лорда Да, она внезапно взорвалась, выпустив вспышку ослепительного белого света наряду с порывами яростного ветра.
Данный лорд Да сосредоточил большую часть своего внимания на цепи в своей руке, а все остальные в основном следили за Дасом Хуянем, поэтому никто не ожидал, что Юнь внезапно нанесет удар. Таким образом, лорд Да был застигнут врасплох и не успел призвать никаких сокровищ, поэтому он мог только выпустить слой защитного духовного света, прежде чем ладонь ударила его по спине. Раздался громкий удар, когда духовный свет вокруг тела лорда Да был развеян, и он тут же изверг полный рот крови, когда его отбросило вперед, как воздушного змея с оборванной нитью, и он врезался в золотую клетку вокруг Байлияня. Он все еще крепко держал золотую цепь одной рукой, но печать, которую он делал другой рукой, уже распалась. В следующее мгновение поверхность золотой клетки содрогнулась, и Байлиянь разразился бурным смехом, когда из его глаз вырвались два луча багрового света. В то же время его аура также резко возросла. Высоко в небе Сяо Цзиньхань холодно хмыкнул, увидев это, а затем взмахнул рукавом в воздухе, выпустив мерцающую золотую руну, которая полетела прямо к золотой клетке, как стрела, испуская вспышки флуктуаций законов. Увидев это, Даос Хуянь тут же пришел в движение, подняв руку, чтобы выпустить лазурный шар, усеянный рунами. В то же время он прокусил кончик собственного языка, прежде чем выплюнуть полный рот кровяной эссенции. Почти в тот же самый момент лорд Да, стоявший у него на пути, поднял обе руки в воздух, выпустив золотое колесо, которое взметнулось в небеса, устремившись прямо к лазурному шару, в то время как другие лорды Да, не входившие в восьмерку, поддерживающую золотую клетку, полетели к Юнне. Даос Хуянь быстро сделал печать, и, подпитываемая его кровяной эссенцией, на лазурном шаре мгновенно загорелась серия золотых прожилок. Сразу же после этого он в мгновение исчез в воздухе, оставив золотое колесо далеко позади. В следующее мгновение лазурный шар снова появился возле золотой руны, и в то же время золотые прожилки на его поверхности достигли пика своей яркости, после чего лазурный шар взорвался, выпустив огромное облако лазурного тумана, которое с огромной силой пронеслось по воздуху во всех направлениях. Прежде чем облако лазурного тумана успело рассеяться, под ним внезапно промелькнула полоса золотого света, и золотая руна продолжила лететь к ограничению, совершенно невредимая. Как раз в тот момент, когда она собиралась приземлиться на золотую клетку, полоса прозрачного света меча, невидимая невооруженным глазом, с безошибочной точностью, подобно потоку воды, ударила в золотую руну. Полоса света меча рассеялась при соприкосновении с золотой руной, но ей удалось сбить руну с ее первоначального пути. Она все еще спускалась сверху, но ее траектория больше не позволяла ей приземлиться на клетку. Все это звучит как долгий процесс, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Глава 330. Хаос. Наступила полная тишина. Не только культиваторы низкого уровня на площади были ошеломлены до предела, но и все культиваторы до пылающего дракона, расположенные на каменных ступенях, были поражены увиденным. В глазах Ханьли промелькнул намек на синий свет, и он смог увидеть все, что только что произошло. Золотая руна, выпущенная Сяо Цзиньханем, была очень неуловимой, способной полностью игнорировать атаку Даоса Хуяня, но она была нейтрализована полосой прозрачного света меча, выпущенной Ло Цинхаем. Официально Дворец Бессмертных был доминирующей силой в Северном Ледниковом регионе Бессмертных, но, очевидно, у него были некоторые разногласия с Дворцом Небесного Потока. По крайней мере, Ло Цзиньхай, похоже, не был сторонником Сяо Цзиньханя. Высоко в небе Сяо Цзиньхань холодно взглянул на Ло Цзиньхая, и его выражение лица осталось неизменным, когда он сверху прямо устремился вниз к белой нефритовой платформе. Тем временем Ло Цзиньхай медленно убрал свою правую руку, которая была спрятана в рукаве, затем повернулся и сел обратно на свой золотой трон. Гигантский синий цветок, на котором он находился, оставался парить в небе, и он все еще не проявлял никакого намерения уходить. Десяток или около того культиваторов, в синих мантиях, стоявших с ним на гигантском цветке, тоже казались такими же спокойными и собранными, как и он. Прежде чем Сяо Цзиньхань успел спуститься на белую нефритовую платформу, внезапно раздался драконий рев, и из глаз Байлияня вырвалось палящее пламя, когда он сжал пальцы в когти, а затем резко набросился на золотую клетку перед собой. Багровое пламя поднялось из его когтей, а затем поднялось вверх, образуя своеобразную драконью голову, которая выпустила из пасти столб огня, ударивший в определенную часть золотой клетки. Раздался оглушительный грохот, когда одна из колонн золотой клетки была поглощена зияющей пастью драконьей головы. Из палящего пламени постоянно вылетали золотые руны, а колонна деформировалась и изгибалась, пока, наконец, не сломалась. Разрушение этой одной колонны вызвало цепную реакцию, и все остальные золотые колонны быстро разрушились одна за другой, в результате чего вся золотая клетка рухнула. На белой нефритовой платформе вспыхнул ослепительный золотой свет, после чего во все стороны разлетелись несколько десятков проекций драконьих голов, излучая при этом чрезвычайно мощную ауру.
В воздухе появились золотые искры, и сразу же после этого световой барьер, окутывавший всю гору, был полностью разрушен с оглушительным грохотом. Половина белой нефритовой платформы внизу также была разрушена, и 8 лордов Да, которые ранее держали золотую клетку, поспешно призвали защитные сокровища в качестве оборонительной меры, но их все равно непроизвольно отбросило назад. Несколько из них были поражены проекциями драконьих голов, и световые барьеры, образованные их защитными сокровищами, были мгновенно разрушены, в результате чего они упали с платформы, извергая большие рты крови. Тем временем Даос Хуянь в мгновение оказался рядом с Юнни, отражая несколько приближающихся проекций драконьих голов и увлекая ее за собой вниз с белой нефритовой платформы. Несмотря на то, что около десятка лордов Да служили буфером, 36 заместителей лордов Да все равно разлетелись во все стороны от ударных волн взрыва, который только что произошел, но они воспользовались этим, чтобы улететь подальше. Все культиваторы на каменных ступенях также в панике разбежались, улетая во все стороны так быстро, как только могли. Никто не хотел быть первым, кто попытается бежать, опасаясь быть сраженным культиваторами Дворца Бессмертных, но теперь, когда вся сцена погрузилась в полный хаос, у всех появилась возможность уйти. Хань Ли и Цилян также бежали с места событий в определенном направлении вместе с толпой. Во все стороны разлетались бесчисленные камни, к большому ужасу сотен тысяч культиваторов низкого уровня, собравшихся вокруг площади, и они тоже поспешно призвали свои защитные сокровища, убегая так быстро, как только могли. Внезапно с пика белого нефрита во все стороны полетели бесчисленные полосы света разных цветов, представляя собой изумительное зрелище. В небе над головой Ло Цзиньхай сделал печать, чтобы создать синий водяной барьер, который охватил весь гигантский синий цветок, и водяной барьер лишь на мгновение содрогнулся перед лицом ударных волн, прежде чем снова успокоиться. С другой стороны, заместитель дворцового мастера Сюй Ин из Дворца Бессмертных взмахнула рукавом в воздухе, чтобы создать полупрозрачный защитный барьер вокруг серебряной колесницы, а затем устремила свой взгляд на Ло Цзиньхая. Однако Ло Цзиньхай, казалось, совершенно не обращал внимания на ее пристальный взгляд, выглядя таким же спокойным и собранным, как и всегда. Что касается Ся Цзиньханя, то он вообще не обращал внимания на приближающиеся ударные волны и нисколько не замедлялся, продолжая пикировать сверху. Раздался еще один громкий взрыв, когда из тела Ся Цзиньханя вырвалось огромное пространство ледяной ци, и в небе среди облака белого тумана появилась гигантская белая ледяная гора, а затем с сокрушительной силой обрушилась на белую нефритовую платформу. Половина платформы уже обрушилась, и под огромным весом и импульсом ледяной горы остальная часть платформы также обрушилась, не оказав особого сопротивления. Тем временем Хань Ли уже вылетел с пика белого нефрита и издалека наблюдал за происходящим. Осколки камней и глыбы льда уже свалились в огромную гору в том направлении, представляя собой хаотичное зрелище. Как раз в этот момент под обломками внезапно появилась вспышка багрового света, и сразу же после этого раздался резкий лязг, когда из-под обломков прямо вверх вырвался столб багрового пламени толщиной с руку взрослого человека, прежде чем вертикально пронестись над территорией, разрезав гору льда и камней пополам посередине. Затем раздался громкий рев, когда Байлиянь вылетел из ледяной горы с багровым пламенем, полыхающим по всему его телу, и он летел прямо к Даосу Хуяню и Юнне. Щелчком запястья Ся Цзиньхань призвал полупрозрачный длинный меч, вокруг которого была полоса белого тумана, напоминавшая свернувшуюся змею, и взмахнул мечом в сторону Байлияня. Облако наверху яростно забурлило, когда сотни гигантских белых питонов, образованных ледяной ци, извивались и корчились, спускаясь на Байлияня, как стая грозных драконов. Байлиянь издал еще один громовой рев и взмахнул длинным мечом, окутанным багровым пламенем, горизонтально рассекая им воздух. По воздуху пронеслась палящая аура, когда из воздуха появились сотни гигантских столбов пламени, чтобы противостоять ледяным питонам. В небе раздался грохот, похожий на глухой раскат грома, когда снег и лед столкнулись с сокрушительной силой, и каждая из сторон заняла половину неба. Тем временем на площади уже царил полный хаос. Высоко в небе Сюй Ин внезапно обвиняющим голосом спросила: «Вы пытаетесь противостоять нашему Дворцу Бессмертных, хозяин Дворца Ло?» Только тогда Ло Цзиньхай, наконец, повернулся к Сюй Ин и небрежным голосом ответил: «О чем ты говоришь, небесная дева Сюй? Я просто наблюдаю с несколькими своими учениками и не хочу принимать никакого участия в конфликте между вашим Дворцом Бессмертных и Пылающего Дракона». Сюй Ин не ответила на это, вместо этого повернувшись к паре культиваторов рядом с ней, она дала им указание: «Луюэ, Дун Цзе, возьмите всех и идите следите за Дасом Хуянем». Два культиватора тут же выполнили приказ, отправившись вместе со всеми остальными культиваторами, находившимися на колеснице. «Я пойду вперед, хозяин Дворца Ло», — сказала Сюй Ин, убрав серебряную колесницу, прежде чем улететь в погоню за Ся Цзиньханем и Байлиянем в виде полосы белого света. На данный момент площадь вокруг пика белого нефрита была уже сильно разрушена и усеяна безжизненными телами.
Даос Хуянь парил в воздухе с Юньни рядом с ним, и оба они наблюдали за битвой, происходящей между Бай Лиянем и Сяо Цзиньханем. Как раз в этот момент с неба спустилась огромная проекция черного топора, испуская поток огромной силы притяжения, которая заставила окружающее пространство искривиться и деформироваться. Даос Хуянь, казалось, уже предвидел это, когда сделал шаг вперед и притянул Юньни ближе к себе, с легкостью уклоняясь от атаки. Промахнувшись мимо цели, гигантская проекция топора с оглушительным взрывом рухнула на землю, прорезав в земле на площади массивный бездонный ров длиной более 3 километров. Многие из культиваторов низкого уровня, которые еще не успели уйти, были захвачены атакой, погибнув на месте, прежде чем успели даже вскрикнуть. Сразу же после этого мужчина по имени Дун Цзэ поднял свой огромный топор, раскалывающий горы, обеими руками, а затем снова взмахнул им. В то же время 7 культиваторов Дворца Бессмертных во главе с Дун Цзэ внезапно появились вокруг площади, окружив Даоса Хуяня и Юньни. Ранее им каким-то образом удавалось скрывать свои базы культивации, а в этот момент все они излучали духовное давление стадии Золотого Бессмертного. В частности, аура Луюэ и Дун Цзэ указывала на то, что они находились на средней стадии Золотого Бессмертного. Они не заботились о безопасности людей, которые еще не успели сбежать с площади, и призвали целый ряд грозных сокровищ, чтобы обрушить на них свирепый шквал атак. Все пространство сильно дрожало, когда со всех сторон раздавались бесчисленные мучительные крики, а количество смертей и раненых с каждой секундой увеличивалось. На лице Ауян Куйшаня появилось сложное выражение, когда он взглянул на хаотичную сцену, разворачивающуюся на площади, и повернулся к лордам Да рядом с ним, давая им указания: «Эвакуируйте учеников нашей секты и постарайтесь спасти как можно больше из них». Хотя они были поражены ударными волнами, когда Бай Лиянь вырвался из клетки, они остались в основном невредимыми и тут же разошлись, призвав некоторых из заместителей лордов Да и старейшин стадии истинного бессмертного, которые все еще были на месте, и вместе они начали группами эвакуировать низкоуровневых учеников Да Пылающего Дракона с площади. В центре площади Юньни создала свою проекцию снежного лотоса, чтобы охватить и себя, и Даоса Хуяня. На проекцию снежного лотоса непрерывно сыпались бесчисленные атаки, и ее лепестки постоянно дрожали, как будто они не смогут продержаться еще долго. Тем временем Даос Хуянь призвал сокровище в виде черной пагоды, а затем коснулся его пальцем, мгновенно создав проекцию черной пагоды, которая охватила проекцию снежного лотоса вокруг них. Раздалась серия громких ударов, когда встречные атаки обрушились на проекцию пагоды, а Даос Хуянь повернулся к Юньни с болью в глазах. «У меня есть свои причины, по которым я должен следовать за лордом Да Байли, и поэтому я помог ему, но ты ничего об этом не знаешь, и ты могла бы легко спастись, так зачем ты впуталась в эту историю?» Друзья, эти главы — предательство на высшем уровне. Бай Лиянь читает лекцию о 3 распадах, уязвимости даже истинных бессмертных, и в этот же момент 8 ближайших соратников заключают его в золотую клетку. Ирония жестокая. Лекция об уязвимости прерывается живой демонстрацией этой уязвимости. Появление Сяо Цзиньханя все объясняет. Бай Лиянь — беглец из Дворца Реинкарнации, которого разыскивает сам Небесный Двор. Бай Лиянь разрушает клетку проекциями огненных драконьих голов, сносит половину горы, начинается столкновение ледяных питонов против огненных столбов. Даос Хуан и Юньни окружены элитой, их секта в руинах, впереди только борьба за выживание. А Хань Ли оказывается в эпицентре глобального катаклизма, который никто не планировал. Готовлю продолжение.